Друзья мои, всем привет! Сегодня 7 сентября, на улице 9 градусов, Ленинградская область. Вот, сегодня мы с супругом занимаемся уборкой теплицы, уборкой всех грядок, все срезаем, все убираем. В общем, сегодня мы занимаемся, к сожалению, лето закончилось. Все, надо все убирать. Если эта неделя еще более-менее теплая, то все, следующий все. Пиши пропало, добро пожаловать осень. Сейчас я вам покажу, что я здесь уже начала делать. Получается у меня небольшая грядочка вот эта вот с луком и чуть-чуть вот там вот. Вот это вот. Вот это я убираю уже, начала. Вот такая фракция лука. В принципе, он не сказать, что мелкий, друзья, но и не сказать, что он прям вот мутант. Не знаю, как вам для сравнения. Ну вот, в ладошку он помещается. То есть, ну, есть, конечно, и вот такой вот чиполлино, просто моллюска. Чиполлино моллюска. Ну, вот не люблю двойной. Вот сейчас разломала, хотела вам показать. В общем, пока вот так вот. Вот такая фракция лука. Выкапываем мы, конечно, его позднячком. Надо было немного раньше, до дождей, а именно недели 2 назад. Ну, лучше поздно, чем никогда. Поэтому все, друзья, мы продолжим с вами. Я надеюсь, мы быстренько все это сделаем. Ну, и после мы пойдем убирать помидоры и все остальное. Так, друзья, все, убрали вот эту грядочку мы с вами. Грядка у меня получается 3-метровая. Вот на 3-метровой грядке вот такой вот ящичек собрали лука. Еще осталось нам, грубо говоря, полгрядки. В принципе, неплохой лук. Неплохой, не мелкий. Ну, попадается, конечно, я уже говорила, более меньшая фракция. Ну, чиполлино он и есть чиполлино. Есть все равно будем. Вот, осталось у нас вот здесь буквально еще метр. И все, там уже у меня петрушка и зонты укропа, которые тоже сейчас все буду убирать. Ну, за исключением петрушки, ее только локально пропалю, где вот такие богатыри выросли. Вот, а так я ее оставлю. Укроп я буду... Я его просто вырву и положу, чтобы он пошел самосеем на следующий год. Посмотрим. Друзья мои, ну никак не дает нам эта погода поработать. Посмотрите, какие тучи. Вот тебе, пожалуйста, осень. Вот хотелось бы, чтобы было вот так, но никак не вот так. Одела своего миньона, дождевик, потому что работать надо. А вот этот дождь туда-сюда, туда-сюда. Сейчас пойду соберу помидоры, которые на улице. Остатки. И все-таки мы хотим еще оставить помидоры. Сегодня 7 сентября, да, мы хотим еще оставить помидоры. Пускай они, вон там вот супруг, вон сзади меня, доделывает плитку. Молодец, тоже одел плащ, потому что погода плачет. Вот, я хочу собрать сейчас помидоры. Вот, друзья, смотрите, вот эти помидоры я подстригла. Прям вот видите, стволик оставила. Сейчас достригу вот эти цветоносы, где были завязаны плоды, вот эти вот. Я тоже убираю, чтобы были силы на плоды. В общем, мы с супругом решили поэкспериментировать и оставить их, потому что я смотрю, они живенькие, они не больные. Ну, возьмет фитофтора, так возьмет их фитофтора. Выбросим. Просто я-то думала все это вырвать и уже выбросить. Сейчас хочу, вот видите, какая здесь заросль. Просто, я не знаю. Вот хочу довести до такого же состояния и вот эти вот помидоры. Может быть, что еще и позреет, может, что еще и вызрет. Так что вот так вот. Пойду дальше я стричь. Дождик 5 минут капает, 5 минут не капает. 5 минут капает и не капает. В общем, бегаем туда-сюда. Ты, Дюша, не дает это тебе покоя. Что творит? Вышел Тедька на улицу. Все, любовь закончилась. Ты идешь? Тедди. Что он залип? Ты что залип-то? Софа? Дропа дает, убегает.
Ну что, друзья, убрала я здесь лук на этой грядке. Здесь половинку лука убрала. Петрушку пока оставила. Думала оставить здесь рос укроп. Я его убрала. Не знаю, зачем я его хотела оставить, непонятно. Капусту. Капусту жрут просто слизни. Думала попрыскать. Все, завтра буду прыскать. Завтра вроде говорят, что дождя не будет. Завтра попрыскаю, потому что там прям гусеницы живут. Бедная моя капуста. Такие лопухи и все сожрали. Так, что у нас с помидорами? Вот что у нас с помидорами. Вот так они выглядят. Вот так я их почикала. Кабачки. Муж говорит, что ты не убрала кабачки-то? Я говорю, пускай. Мало ли что-нибудь еще вырастет. Не к спеху. Вырвать всегда можно успеть. Вот так вот выглядят помидорки наши. Вот такие они лысенькие. Лысенькие помидорчики. Тоже оставили уже ради эксперимента. Правда. Пропадут так пропадут. То есть, опять же, да, вырвать всегда можно. Фитофтора их пока вроде не взяла, они живенькие. Завтра также разведу фитоспорином, попрыскаю. Вот здесь тоже падла гусеница. Сначала улитки, теперь гусеницы. Тоже попрыскаю. У нас пошел, у нас и не прекращался дождь. Вот кучу насобирала. Сейчас ее вывезу. Все за собой здесь прибрала. Все чистенько. Все ладненько. Вот, друзья. В капюшоне, в плаще. Делать теплый платок, потому что в том уже холодно продувает. До теплицы пока я еще не добралась. Я думаю, может быть сегодня, может быть. Ну, на днях я туда тоже загляну, тоже немножко причешу, наведу порядок. Сейчас муж зашел побриться. Ему надо побриться. Хотим съездить, точнее, ему нужно съездить в этот, скажите мне, в Пушкин. Ну, а я хвостом. Я хочу так сейчас заглянуть левым глазиком или правым глазиком, не знаю каким. В общем, мне надо опять в питомник. Я хочу посмотреть себе розы, хотя бы просто погулять. Ну, это я ему так говорю. Вы же понимаете, что я все равно что-нибудь себе докуплю. У меня этот дождь, он одел, этот, как его называют, вот такой вот плащ непромокашку. Лопату в зубы и пошла копать. Вот, вот так вот. Причесала, осталось вот здесь у меня 3, как они называются, господи, у меня какая-то девичья память. Клубнику мне осталось, вот видите, на задах у меня получается 3 грядки. Вот это и вот это. Прибрать тоже надо будет, но это уже когда не будет, конечно, такого дождя, дождь сильный у нас. Руки мокнут, все мокнет. Сейчас мы поедем в Пушкин. Друзья, приехали к супругу, на работу. Здесь вот реставрация проходит. Точнее, не реставрация, а восстановление исторической планировки территории пенсионерной конюшни с кладбищем лошадей и устройством наружных сетей. Государственный музей-заповедник «Царское село». Вот, к сожалению, туда меня муж не пустил. Сказал сидеть здесь. Вот. А очень-очень бы хотелось, конечно, посмотреть хоть одним глазком, что там проходит. И так вот. Вот это здание восстанавливают. Вот так вот оно выглядит. Точнее, выглядело. Сейчас оно немножко побитое. Да. Красиво, но меня туда не пустили. Все там жужжит, кто-то что-то делает. Если подальше отойти, тоже не видно. Территория вся защищена, все перекрыто забором. Эх, не попасть туда.
Сейчас спросила у супруга, он говорит, что реставрация проходит как снаружи, так и внутри здания. Спросила, можно ли мне туда когда-нибудь зайти. Но он говорит, что там что, только побелено все внутри, да? Да. И ничего, да, больше? Все убрали? Да. Но все равно интересно. Как-нибудь сходим. Там вот кладбище есть, где лошадей. Ну, кладбище лошадей, это я прочитала. Там плиты лежат прямо. Прям плиты? Ну да, такие мраморные. Там написано, чья лошадь кому служила. Слышали? То, что там вот кладбище лошадей, супруг говорит, что там прям плиты лежат. И написано, кому какая лошадь служила. Нам надо туда 100%. Надо как-то выбраться, да? Пока я в отпуске, надо прокатиться, посмотреть. Ну и что там все убрали? Интересно же все равно. А потом сравнить, что после реконструкции сделают. Сейчас посмотрим хотя бы цены почем здесь. Да, вижу, что там роза. Ой, а где листики? Листиков нету. Я говорю листиков, а не этого. Вот это что за розовая роза? Мелкая. Орион. Цен, конечно, нигде нету, да? Они подписаны, но только вот цен нигде я не вижу, чтобы цены были. Вон у тебя не спросил. Ну что, я буду каждый этот спрашивать, почем? Аква. Тоже вообще-то вьющаяся, тоже можно плетистым кольцам плести, в принципе. И Салюта. А почем они? Они все 500 рублей. Все по 500 рублей плетистые, да? Не только плетистые, все вообще. А, вообще все? И чайные гибридные, и почвопокровные, все абсолютно 500. Так, друзья, нашли мы розу антик. Вот она вот так вот будет цвести, белая с розовым, вот, ну вот что-то похожее вот этого. Вот такая роза. Сейчас я к ней пройду. Здесь очень-очень много роз, и уже все это дело распродается. Посмотрите, какая огроменная антик. Вот такая она огромная. Вот, она уже, ну, друзья, она с мой рост. Вот, я руку уже вверх беру. 500 рублей она стоит, антик. Вот эту розу мы будем брать. Сейчас еще посмотрим. Розочки, все розы по 500 рублей. Вот это вот, ой, друзья, здесь так много всего. И все, вот это вот, я уже так понимаю, что какая-то часть на выброс, видите, отставили. Господи, прям жалко, вот прям жалко. Прям посмотрите, вот как можно такую красоту вот эту вот всю выбрасывать. Роза Систер. Инесс Систер роза, господи. Вы представляете? Вот так вот, я так понимаю, что это уже, ну, непригодность. Уже бяка-шмяка. Так, тут непонятно кто. Я как будто попала, честно, как бы то обидно не звучало, но как будто на... Ой, друзья мои, на кладбище цветов, которых повыкидывали. Питахая, чайно-гибридная. Еще одна питахая. А я спрошу у дамы, может быть, Кейт, чайно-гибридная. Может быть, что-то из не. Тоже чайно-гибридная питахая. И я заберу это, как скажем так, подешевле, по дешевке. Вот такие вот розы. Вот, к сожалению, там вот ярко-красная стоит. Вот я не понимаю,
кто это за сорт. Ладно, пойдемте. Супруг меня уже оставил. Такое здесь болото. Это город Пушкин. Мы в Пушкине. Сирень. Вот надо было вообще, в принципе, цены спросить. Он, супруг, общается. Супруг во все общается. Барбариса. Или кто это? Да, это барбарис. Во, здесь есть ценничек 900 рублей. Я так понимаю, что и желтенький 900 рублей. Так, друзья мои, ну мы с вами погуляем, посмотрим, что здесь и как. Тут хосточки, астильбы, настильбы. Ну, астильбы, кстати, достаточно большие. Цен нету. Вот что меня смущает в питомниках, в том, что здесь нет цен. Пузыри-плодники. Ой, какая тут красота. Какая тут красота. Так, друзья, но мы с вами приехали конкретно. Смотрите, супруг пошел плодовые деревья смотреть. Сергунчик, а ты деревья смотришь? Грушу, говорит, давай купим. Купим обязательно мы с тобой и грушу, и все купим. Немножечко попозже. Так, вот здесь у нас смородинка, девичий виноград. Так, но нам туда не надо, поэтому мы туда с вами... Черешню? А где мы ее посадим? Пока нам негде ее сажать. Сейчас немножечко порядки хоть наведем. Хотя бы порядки. Можжевельник. Вот интересно, у супруга надолго хватит терпения со мной ходить? Так, ну это вот обычные розы. Роза аква. Очень плохо видно, что написано. Очень плохо видно, что написано. Но я надеюсь, что вот эти не... Так, чайно-гибридная на Билес. Удовольствие. Чайно-гибридные. Чайно-гибридные, да? Так, что тут у нас еще интересного? Хотелось бы вот каких-то вот розовых мне оттенков. Сангрия. Это спрей. Роза Сангрия. Имя Состер. Не понимаю, что написано. Груша, а ты где мы ее будем сажать? Груша ты. Пока, а в следующем году пересадим? Да? Ну, я грушу не знаю. Сейчас я с розочками разберусь. Дил вечер. Да, черешню. Ты хочешь что-то купить? Съедобная. Съедобное? А почем у них этот? Груша там 1200. Ой, что так дорого? Большая. Она большая, прям большая. Твист. Твист. Ну, хочешь грушу, возьми грушу. Иди походи, посмотри, что тебе хочется. Возьмем. Ну и что, там куртка есть в машине. Вот девчонке сказала, надолго его терпения не хватит. Он уже начинает мне жужжать. Жарден. Он, дождь пошел. Плетнистая Мон. Плет написано, значит, плетнистая. Мон, Жарден, Мезон. Я ее... Ред Пиано. Ой-ой-ой, девочки, мальчики, какой ливень рванул, но мне все равно, мы остаемся. Ред Пиано. Очень плохо, что здесь Алан Сушан. Плетнистая Мон Жарден. Мезон. Здесь тоже выгорела Кейт.
Чайно-гибридная Кейт. Ой, девочки, я, наверное, выключусь сейчас и покажу на другой стороне. Сейчас я хочу с розами определиться, иначе я отсюда никогда не уйду. Меня супруг не простит мне это. Потому что я хочу еще пойти вот туда, вот туда, вот туда. Такая огромная, аж сюда вылезла. Ага. Вот так, отлично. Еще большая. Все упаковывает нам. Красавица. Сейчас мы все упакуем. Там вот сорт написан. Ага, сорт написан. Туда ставь. А лагуну тогда ко мне в ноги поставим. Я это снимаю. Там они каштан-то выбрали. Уехали? Да? Значит, так надо. Если надо. Вообще не Да. Меня не снимают. Да ладно, привет бы передали. Кому? В миграционной службе. Это хорошо. Все, поехали. Спасибо вам, ребят. Спасибо. Спасибо. О, хо-хо-хо-хо. Как мы тут закрываем. Как мы тут все нагрузили. Красота. Едем домой сажать. Ой. Ехали домой, дождь вообще не прекращается. Просто. Сейчас вам покажу, что я купила. Так, чуть-чуть так вот раскроем. Нам завязали в такие пакеты. Вот. Ну ладно, это я сейчас все раскрою. Земля здесь хотела показать. Манечка, уйди, моя девочка. Манюнечка. Чего ты мне мешаешь? Ну, господи. Ой. Вот, земля здесь, ну вот, не знаю, обычная глина. Обычная земля. Такая вот. Так, это я купила вот такую желтую розочку. Называется она так. Спрей роза инки. Вот. Не знаю, честно сказать, я не профессионал. Первый год я сажаю розы. Манюнечка, тебе нравится? Тебе нравится, девочка моя? Под дождем все гуляет. Первый год я сажаю розы, поэтому я в них особо не понимаю. Скажем так, я руководствовалась тем, что мне нравится цвет. То есть, ну вот сейчас я буду все об этом читать. Я не такой заядлый розовод. Ну уж извините, да, вот. На ошибках буду учиться, с вашими комментариями, подсказками тоже буду учиться. Вот это тоже у меня спрей роза Аллегрия, если правильно я читаю. Аллегрия. Вот. Здесь даже не стали отдирать. Они все поняли, что я, здрасте, чайник, моя твоя не понимать. Вот такая розочка. Конечно, как уже мне написали там в комментариях, что розы выглядят, вообще цветы в горшках выглядят непрезентабельно за счет того, что они получают должный уход, или как правильно, не хочу обидеть человека, да, настолько, как я поняла, настолько поскольку. Вот, значит, по поводу розочки Аллегрия, которая вот такая малюсечка, это тоже вот оставили мне картинку. Вот она. Спрей Аллегрия. Честно сказать, даже не задалась вопросом, какого она цвета, что с ней. Ой, друзья, а что это? Беленькая, как на этом. Видите? Это что такое? Болезнь или это так вот ее? Ладно, будем разбираться. Ну, здесь, конечно, вот видите, все листики болеют. Ну, ничего страшного. Все это дело исправимо. Так, вот такая вот розочка. Пионовидная.
Вот она такая яркая, вот она, знаете, она не красная. Это вот на телефоне вот так съемка, что она красная. Да, вот прям красная. Нет, она ярко-малиновая. Она прям ярко-малиновая розочка. Так, вот такая вот она у нас. Горшки, кстати, все разного диаметра. Какие-то поменьше, какие-то побольше. Так, это я взяла английскую розу. Шекспир. На улице дождь вообще. Но я не могу вам не показать, что я купила. Так, следующая розочка. Здесь цветочков нету. Тоже она высокенькая. Уже такая подрощенная красавица. Это у нас плетнистая роза. Плетистая роза Лагуна. Вот тоже все нам позакрывали. Здесь вот не завязали. Ничего страшного. Вот такая земля, видите? Ну, нехорошая земля. Так, это я сейчас все пооткрываю. Так, это у меня 1, 2, 3, 4. Вот сюда муж мне поставил 5-ю розочку, которую мы купили с вами. Так, вот такая вот роза. Она, знаете, такая, если вот та вот желтая, видите, то это какая-то вот, не знаю, оранжевая. Вот я бы сказала, что это оранжевая розочка. Серединка у нее такая желтоватая, там внутри просвечивается немножечко. Вот, тоже листики болеют. Ничего страшного, я на это даже не обращаю внимания. Мне главное вот цветочек и как, в принципе, выглядит вот сама вот эта вот стебли ее. Листочки, ничего страшного. Так, это у меня, сейчас вам покажу, это у меня гейша. Вот, это у меня гейша. Вот такая вот она. Вот. Значит, вот эти вот 5 розочек мы взяли. Вот такие они. Но они вот это и вот это, кажется, что они желтые. Нет, вот это вот желтая, прям насыщенно такая желтая. Инки желтая. А вот мне еще привыкать к этим сортам. А вот гейша, она все-таки ближе к оранжевому. Сейчас пойду читать про Лагуну, про Шекспир, в общем, про всю свою вот эту красоту, которую я купила. И сейчас еще покажу. Мы ее уже выкопали, эту розу. Вот такая вот она огромная, видите? То есть она уже вот эта самая длинная плеть, она с мой рост. Молодые побеги. Вот. Она такая, не сказать, что прям вот, но она гнется. То есть она гнется. Нам ее выкопали. Ком земли. Не знаю, пакет, наверное, пока оставлю. Завтра уже сажать буду. Сегодня нет. Сегодня дождь. Ну, 1, 2, 3. Ну, я считаю, достойная. Достойная. И зовут ее Антик. Антик. Это плетистая тоже роза. Вот такая вот она огромная. Вот так мы взяли 6 роз каждая. Я думала, вот эти вот розы, вот эти вот, которые я вам сейчас показала, они по 500 рублей. Но они мне и какие-то там, знаете, по колено, какие-то ниже колена, какие-то чуть выше колена. То есть вот эти вот розы, они по 500 рублей. Вот эти мы с вами взяли. Я думала, вот эта, которая в 3 раза больше, чем они, думала, будет дороже. Нет, тоже 500 рублей. Там такой консультант приятная. Такой консультант, там женщина уже, видимо, на пенсии. Такая она приятная. Прям она сразу, я у нее спросила, забрала у мужа куртку, невозможно, холодно, дождь идет. Я у нее спросила про плетистые розы. Она меня сразу прям вот к ней повела. К антике вот к этой. Выкопали нам все, упаковали вот в мешочки. Тоже 500 рублей. Думала, будет дороже. Но нет. Мне там в комментариях написала девушка. Я думала, что у меня гортензия ванила фрайс. Сейчас я пройдусь. Не сахарная, не растаю. Правда? Сейчас я вам покажу. Я пока вспомнила. Вот, ой, ванила Франц. Винки-пинки. Вот я думала, да, вот, что вот это винки-пинки.
Я прям всегда винки-пинки, винки-пинки. Я все ждала, когда он порозовеет. И девушка мне в комментарии большое спасибо написала, что это, что вот эта гортензия, она больше похожа на Little Lime. Вот, на Little Lime она больше похожа. И я могу сказать, что... Вы извините за мой маникюр, это я была в огороде, быстро руки помыла, и мы поехали в город Пушкин. Я обратила внимание, да, что она-то была сначала белая, и вот теперь она у меня стала зеленеть, хотя Винки-Пинки он должен был краснеть. То есть огромное спасибо девушке, что она написала. У меня есть какой там тоже лайм, Little Lime, но она у меня малюсечка такая, что так вот на первый взгляд очень тяжело их сравнить. Но вот девушка написала, я пошла, разглядела свою малюсечку гортензию, и она реально, это не Винки-Пинки. То есть огромное спасибо, что вот пишут комментарии. Так бы я бы ходила и все думала, что это Винки-Пинки, и ждала, когда он порозовеет. Также девушка еще написала в комментариях, что да, фантом, который я купила, тоже она вот дала комментарий по поводу фантома, что он убитый. Я все понимаю, убитый, да, я записываю вам и показываю, как оно выглядит. Я понимаю, что в закрытой корневой это все печально, да даже и в открытой корневой, если не ухаживать, тоже будет печалька. Но вот этот фантом, это единственное из всего, что у меня есть по гортензиям, это единственное, что у меня порозовело, только фантом. Все остальное у меня стоит в белых, ну как все остальное, вот... Теперь я буду называть это, я не знаю, даже Винки-Пинки или Little Lime. Что это? Вот будем смотреть, ждать. Здесь у меня вообще ничего не раскрывается. Но вот здесь, знаете, как интересно? Здесь внутри как будто вот, я смотрю, тут вот такие вот маленькие вот эти бусинки же есть. Они вот как будто уже немножко розовенькие. Может быть, мне кажется. Я первый год это сажаю, гортензии, розы. Простите за мою такую болтовню. Ну вот... Куст большой, но еще ничего. Ну да, вот он мне получается, верхняя вот эта вот ветка, она мне чуть, ну, по колено, выше колена даже. Вот, так что я расстроилась. Это не Винки-Пинки. Я расстроилась. Вот пока у меня только фантом порозовел. Диамантина, который мы с вами пересаживали вот сюда. Он вроде бы как розовеет, но я не понимаю, вот это вот что. Вот это он на солнце обгорает, или это какая-то болячка, или что? То есть вот здесь вот он зелененький, здесь он розовенький, но вот эти коричневые цветы, это, конечно, очень жалко прям. Вот он тут зеленый, тут розовенький, немножко такое крапление, как веснушки. Диамантина с веснушками. Вон дождь закончился. Вот такая красота. Вот этот куст я так и не пересадила. Супруга я так и не попросила выкопать. Кстати, напишите, пожалуйста, кто это. Я уже просила в предыдущих видео. Кто знает? Вот кто это? Вот что это? Что это? Я его хочу пересадить в конец участка. Так что вот этой розой шикарно, я просто довольна. Она вот, если взять в горшке 1,5 метра, вот с мой рост 1,60 м, я прям довольна. Фу на нее. Антик. Друзья мои, буду я заходить, надо готовить ужин. Я замерзла, потому что дождь идет, руки мокрые. Мне все надо потрогать, мне все надо вам показать. Вот, пойду готовить ужин, читать про сорта своих роз. Собрали лук, кабачки, помидоры на улице. Ничего я не обрезала, но я вам уже об этом говорила. Я такая болтушка-тарахтушка вообще. Вот. Все, мои хорошие, я пойду готовить. Время уже почти 6 часов. Спасибо всем за просмотр, спасибо за комментарии. Я благодарна, что вы пишете мне там, как правильно, как неправильно, где какой сорт. То есть, ну, для меня это правда ценно, потому что я не знаю. Вот правда. Я первый год сажаю гортензии, розы, то есть вот так вот активно. Вот первый год. Поэтому можно смело заявить, что я в этих делах пока еще чайник. Вот, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.